Недавняя встреча в Кремле, где президент Владимир Путин принял 28-летнего Александра, Сашу, Труфанова, его мать Елену и невесту Сапир Коэн, стала событием, привлекшим значительное внимание как в России, так и на международной арене. Александр был освобожден из плена ХАМАС в феврале 2025 года, в то время как Елена и Сапир вернулись домой в рамках более ранних договоренностей. Эта встреча не просто протокольное мероприятие. Она стала важным моментом, публично подчеркивающим заявленную роль России в сложнейшей гуманитарной и политической ситуации на Ближнем Востоке. На встрече в Кремле Владимир Путин выразил благодарность руководству ХАМАС за содействие в освобождении Александра Труфанова. В частности, отмечалось, что Путин поблагодарил ХАМАС за гуманитарный акт. Сейчас ни в коем случае не хочу давать никаких политических оценок всем событиям, которые происходят. Но все, что с вами произошло, это большая беда. А то, что удалось вам оказаться на свободе, это результат того, что у России стабильные многолетние отношения с палестинским народом, с его представителями, самыми разными организациями. И думаю, нужно выразить слова благодарности руководству, политическому руководству ХАМАС за то, что они пошли нам. Центральным элементом этой истории является двойное гражданство Саши Труфанова и его бабушки Елены, российское и израильское. Именно наличие российского паспорта, как неоднократно подчеркивалось российской стороной и было отмечено на встрече, предоставило Москве формальное основание и стало весомым аргументом для прямого вмешательства в переговоры об их судьбе. С самого начала кризиса с заложниками Россия последовательно заявляла, что прилагает усилия по вызволению всех своих граждан, оказавшихся в плену у ХАМАС. На встрече с семьей Путин прямо указал на непосредственное участие российской стороны в процессе освобождения, отметив использование для этого своих контактов с политическим крылом ХАМАС. Это отличает подход России от многих западных стран, которые классифицируют ХАМАС как террористическую организацию и избегают прямых официальных контактов. Шаг по организации такой встречи и публичное освещение роли России происходит на фоне продолжающегося и острого конфликта на Ближнем Востоке, а также в условиях напряженных отношений России с Западом из-за войны в Украине. В этой сложной международной обстановке Кремль активно использует подобные события для достижения нескольких целей. Демонстрация значимости, показать, что Россия остается влиятельным игроком на мировой арене, особенно в стратегически важных регионах, таких как Ближний Восток, и способна влиять на события даже там, где у других стран возможности ограничены. Достижение конкретных результатов. Продемонстрировать способность добиваться ощутимых успехов, в данном случае о освобождении граждан в условиях, когда многие дипломатические каналы парализованы. Альтернативная дипломатия. Подчеркнуть эффективность своего подхода, основанного на прагматизме и поддержании диалога со всеми сторонами, включая те, которые Западом не признаются. Таким образом, встреча Путина с семьей Труфановых выходит за рамки гуманитарного жеста. Она является частью более широкой стратегии России по утверждению своего статуса и влияния в меняющемся мировом порядке, используя для этого как дипломатические инструменты, так и конкретные ситуации, где ее вмешательство может принести видимый результат.